Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе Манас кыргызского народа. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Рыжбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я это свое произведение перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил на продажу на моем интернет-сайте по адресу epos-manas.com. Кто желает, может там приобрести электронную версию моей книги. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Они заставили калмаков жалобно кричать, кололи их копьями и рубили им головы, как курицам, отставшим на базаре. Разделавшись с врагами, кыргызы ворвались в опустевший город Чивен. Казахи добились такого же большого успеха. Их предводитель, сын Айдархана, богатырь Кукчо, со своей армией в 150 тысяч человек через долину Кушмуруна пересек перевал Чабдара, а затем по дороге Чилеков перевалил через горные хребты и вступил в Алма-Коюр, во владение народом Глебина. Лишившиеся своего хана, павшие духом калмаки, не смогли оказать сопротивление воинам Кокчо. Казахи, крича «Азилет», бросая клич «Айдархан», бросились в атаку и напали на скот калмаков на пастбище. Опять пришли Буруту, заревели горожане и, заламывая руки, подняли вой до небес. Казахи стали отбирать отарами овец, заставляя плакать их хозяев, преследовать быков и верблюдов, забирать скакунов из табунов, а имущество из домов. Овладев ханским дворцом, они занялись его грабежом. Чтобы спастись от резни, калмаки вынуждены были дать казахам 190 скакунов и красавицу Будайбек, дочь Чинши, дяди Илебина, с 9 подругами. Айдархан, довольный тем, что горожане сдались без сопротивления, еле сумел остановить ограбление города. После женитьбы Кокчо на Будайбек казахи отдыхали в Алма-Коюре в течение 6 дней. На 7-й день большая армия направилась на запад в Аванташ-Ату, Сулук-Дыбы, и вошла в город Ду-Кашкела. Сколько бы ни искали, они никого не смогли найти. Калмаки бросили город на произвол судьбы и бежали в Абан-Тору. Опасаясь, что они пойдут в Какунбишиму, армия Кукчо, пополнив свои припасы, громя все на своем пути, надеясь найти людей Кашкела, атаковать их, идя вдоль рек Узунагач и Чамалган, бросилась в погоню на калмаков. По дороге, встретив калмаков, избив некоторых из них, а остальных заставив работать на себя, казахи достигли Уюнсу. Отправив разведчиков в разные стороны и выяснив, что большинство беженцев находилось недалеко на перевале Абанди, Кокчо отправил 60 тысяч солдат в атаку. Они быстро достигли беглецов и разгромили оказавших сопротивление, устроив им кровавую резню. Спасаясь от них, калмаки стали убегать и вскоре присоединились к 3000 воинов Пищекела, сына Конгора. В это время Урбу, отправившийся к народу Кейменша в Кашкасу, пересек Алабель со 150-тысячной армией.
По дороге он захватил в плен вражеских разведчиков, достиг города Дангула. Поднимая за собой тучи пыли, убивая сопротивлявшихся калмаков на улицах, они разгромили китайский город. Когда Ойсалкан, дочка Имена, правителя Дангула, вышла замуж за Ургу, чтобы спасти народ Икикемина, грабеж был остановлен, и в городе воцарился мир. Обеспокоенный тем, что не было никаких известий от Ургу, хан Бакай, командующий 130 тысячами воинов, достиг Бома, вступил в бой с калмаками. После 7-дневной схватки калмаки, не выдержав натиска, бежали через степи Барундою в город Кичи-Абансу. Этим городом, имевшим цветущие яблоневые сады, огромные дома, большие запасы пресной воды и золотой флаг в виде полумесяца, в то время управляли Джанджун Конгур и богатырь Бишекел. Когда число людей, прибывших с разных сторон, достигло 300 тысяч, они начали надеяться остановить наступление кыргызов. Однако их надежды не сбылись, так как город был атакован с 3 сторон. Отряд Ургу повел наступление с севера, а Бака с запада, со стороны дороги Булакчол. С юга, пройдя через глубокое ущелье, заснеженные горы, на калмаков напали войска Кукчева. Они стали теснить врагов, наводя среди них переполох, скармливали их трупы хищным птицам, пролили немало крови калмаков. Войска Айдархана, Бакая и Ургу, благополучно объединившись в долине Барулдоя на берегах Великого Чу, стали непрерывно преследовать врагов. С тех пор перевал, через который калмаки бежали от хана Кукчева, получил название Хаштек. После гибели Джанджуна Конгора от рук Айдархана, а Бишекеля от Ургу, калмаки перестали сопротивляться и сдались. После этого кыргызские и казахские отряды, получив богатые добычу от народов Кашкеля, Конгора и Кичису, отправились в долину Талдысу, на берега реки Саратала. За 2 дня до них храбрый монах отправился в степь Кызылсу и вступил в сражение с колдаем Шамыном и разрушил его город. Напуганные богатырем, калмаки были вынуждены бежать в Карабалту и Меркиш. 150 тысяч кыргызов во главе с Даном, Каипом и Мунаром также достигли успеха. У воинов, выступивших в поход рано утром, наконечники копий бились друг от друга, а сами они с просоня сталкивались головами. Флаги кыргызов не различались от знамен, и поверхность земли была не видна от множества людей. Кыргызы пересекли дорогу через Киркол, овладели Тусором, Тоном, в результате чего лица многих богачей посерели от потери своей живности. Они прекратили свое наступление, достигнув Комрулона и Алабашки. Хотя эта местность была болотистой, красной, каменистой, но вполне годилась для ночевки. Поэтому отряды Каипа и Мунара разбили палатки, заночевали там. На следующий день войска кыргызов разделились. Взяв 50 тысяч воинов, Мунар отправился в ветреный Кочкор, чтобы нанести удар по калмакскому народу Тоншу. С оставшимися 100 тысячами солдат хан Каип отправился в Конур-Олон. Бежавшие от них китайцы толпами, копошась, как черные черви, полностью заполонили долину Ойтала. Кыргызы, держа копья в руках с белыми доспехами на спине, перешли в наступление. Они стали подряд истреблять калмаков,
брать кобыл, верблюдов табунами, а овец отарами. Гоняясь за быками по степи, они изрядно напугали подпасков, охранявших их. Отчаявшиеся калмаки, старые и молодые, собрались в долине Ой-Жайло на берегу бурной речки. Отобрав 50 самых красивых девушек, они с мольбами о пощаде отправились к Кыргызам. После этого Ой-Жайло стал называться Кара-Куджур, черные вопли, так как там вопили калмаки, пытаясь спасти свои жизни. Распустив 30 тысяч воинов от 80-тысячного войска, давшегося калмакским народом Тунчура, присоединив к своей рати на перевале бельтевшие остальных 50 тысяч воинов из числа тех, кто бежал от кыргызов Чуя, Учкора и Шуншо, хан Каип отправился в поход к городу Кутка. Прибыв в долину Турасу на берега реки Керкулата, он напал на Кочкор и завоевал его. Кыргызская армия во главе с Айдарханом Нюрбу спустилась в Чуй и направилась к рати Манаса, отдыхавшей на берегах Сугону. Посоветовавшись со старейшинами, Манас отправил в Урбу сотни тысяч ратников на помощь хану Каипу, от которого не было никаких вестей. Остальное войско стало готовиться к битве с Сапун-Бишимом. Последующие события показали, что это решение было правильным, так как в то время Каип оказался в тяжелом положении. Он в местности Семизбель одолел 80-тысячную армию Жанжуна Арси, завоевал всю долину. На подмогу калмакам подоспел Жайсан Тарлан со 100-тысячной армией. Кыргызы, уставшие от предыдущих сражений, были истощены. Многие из них получили ранения, в результате чего врагам удалось полностью окружить их. Когда кыргызы потеряли надежду на жизнь, с развивающимися знаменами, с оглушительным шумом, на помощь пришла армия отважного Урбу, стала громить калмаков. Не в силах противостоять удару, калмаки повернули коней, побежали к реке, остальные в город. Место, где Урбу-Мунар разгромили калмаков, с тех пор называется Караколом. После небольшого отдыха Каип со своей армией, 150 тысяч человек, завоевал жителей Экибаша, пересек Маис, Терек, Келенташ, Каракун и направился к Кутке. Услышав это, Кутка понял, что не может победить кыргызов самостоятельно. Поэтому он написал письмо с просьбой о помощи и отправил богатыря по имени Кубайс к Алоке в Анджиан. Прочитав письмо, хан Алоке гневно приказал собрать 200 тысяч воинов из метких стрелков и мудренных опытом богатырей, умеющих хорошо сражаться на секирах и копьях. А затем он отправил их на помощь Кутке. Эта внушительная армия во главе с богатырем Ардалыхом, колдуном Шумшоком пересекла Чулок, Каинды, Паяр и Широ. Встретив в долине Карато, на берегах реки Карасу, отдыхавших воинов Каипа, они сходу атаковали врага. После ожесточенной битвы калмаки не смогли одолеть кыргызов. Пав духом, они не смогли найти себе силы сражаться дальше, вечером вынуждены были бежать. Кыргызы, громя калмака, перешли к Анжианские горы и теснили их до самого рассвета. Только 15 тысяч из 200 тысяч калмакских воинов сумели спастись и вернуться к Алоке. Армия кыргызов отдыхала в течение 2 дней после тяжелых боев, собираясь с силами. На 3-й день она отправилась в Кутке. На пути к нему кыргызы завоевали землю народа Бойгута. Поднявшись на склон горы, они увидели прекрасное озеро Дубур-Куль.
По нему плавали многочисленные птицы, на берегу росли различные цветы и травы. Удобное для выпаса, широкое жилье пестрело разноцветием и радовало душу любого человека. «Будь прекрасным озером, как доска из золота», произнесли посвященные воины. С тех пор Дугур-Куль стали называть Сун-Кулем, прекрасным озером. После короткого отдыха в Сун-Куле войско Каипа стало спускаться по ущелью Урга и, двигаясь вдоль Актерека, достигло Суншо и атаковало его. В это время со стороны горы Тогусплав 300 тысяч человек во главе с Ургу вторглись в город с севера. Как ни старались осажденные калмаки, они не смогли победить большую армию. После гибели от стрелы лука Кутки жители Суншо сдались кыргызам. Отдохнув в городе 6 дней, Каип назначил правителем Суншо калмака по имени Ибике. Затем он со своим войском пересек Сункуль, покорил Джумгал, Кучкот и пришел в Чуй на помощь Манасу. Богатырь в это время сражался с калмаками на берегу реки Чагыр в долине Унбир-Джилга. Победив врага, присоединился в воинов Азеркана, сына Камбара, прибывшего за 16 дней до Каипа, Манас выступил в поход против богатыря Акумбишима. Прошло ровно 3 месяца и 14 дней с тех пор, как Акумбишим узнал, что на них идет войско Манаса. В этот период калмаки очень усердно готовились к войне. Манас пришел. Услышав эту новость, 150 тысяч калмаков отправились в степь Джилгунду, чтобы встретить кыргызов. Надеясь выиграть будущий бой, они начали подготовительные действия к нему. Лучники укрепили свои луки, тяжеловооруженные воины оттачивали копья и мечи, а десятники, сотники обучали новичков из горожан военному ремеслу. На следующее утро кыргызы подошли к калмакам. Когда противники столкнулись лицом к лицу, было решено отправить 2 богатырей на поединок. От калмаков на схватку вышел на белогривом вороном коне рослый, скуластый, рыжий Жейсан Кегетте. Одетый в полушубок с золотым полумесяцем, калмак держал в руке синее копье, а за спиной у него висел синий щит. Против него на Майдан на лошади Аккурук отправился широкоплечий, светлолицый, среднего роста кыргыз Абдулда, повесив оружие на пояс, держа в руке освещенное копье. После начала боя богатыри стали сражаться копьями, мечами, секирами и палицами, как разъяренные волки. Но ни один из них не смог одержать верх над другим. Рассерженные богатыри взяли луки, произвели 50 выстрелов друг друга. В конце они открыли огонь из винтов, упицы по сотне пуль. Ни один из них не добился победы. Богатыри, начавшие схватку на рассвете, бились до позднего вечера и вернули свои войска смертельно уставшими. На следующее утро на поединок вышел с огромным, искривленным носом смуглый богатырь Тугалов, ехавший на желтом коне со щитом на спине и копьем в руке. Калмак, дьявольский воин, бросив клич Пайна, горделиво остановился на середине Майдана. От рати Манаса к нему подскакал сын Азеркана, богатырь Кукчон. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.